Как понять, что мужчина тебя не уважает? Представь себе такую ситуацию. Ты находишься в отношениях с мужчиной, вроде бы все хорошо, но тебя терзают смутные сомнения, потому что как-то он себя так ведет, что у тебя остается такой осадочек. В этом видео я расскажу о 5 признаках, которые с очень большой долей вероятности скажут тебе о том, что твой мужчина тебя, скорее всего, не уважает. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр-психотерапевт, и сегодня мы говорим о том, как понять, что мужчина тебя не уважает по его поведению. Если тебе эта тема интересна, ставь лайк под видео, можешь поделиться этим видео в своих соцсетях, чтобы твои друзья его посмотрели, и мы начинаем. И первый признак, который говорит о том, что мужчина тебя не уважает, это если мужчина тебя ограничивает вместо того, чтобы развиваться вместе с тобой. То есть ситуация, когда, предположим, мужчина запрещает женщине, скажем, посещать спортзал, потому что там есть другие мужчины, которые могут тебе понравиться, ты можешь им понравиться. Нет, вместо этого ты лучше сиди дома. Неуверенный в себе мужчина, вместо того, чтобы развиваться вслед за женщиной, чтобы развиваться наравне с ней, тоже, предположим, пойти в какой-то спортзал, он предпочитает ограничивать ее. То есть мы будем теперь сидеть на диване вдвоем. Раньше я один сидел дома на диване, теперь ты будешь сидеть на диване рядом со мной. То же самое может касаться и ограничения в плане каких-то, скажем, карьерных интересов или каких-то увлечений. Ты не будешь ходить со своими подружками гулять, потому что мы все знаем, что твои подружки какие-то проститутки. Ты не будешь получать какое-то повышение по работе, потому что мы знаем, что я в доме добытчик, а ты не должна быть финансово независимой. То есть любые попытки ограничивать свою женщину и за счет этого чувствовать себя более значимым, более, так сказать, весомым, это признаки неуважения к своей женщине в отношениях. Второй признак, когда мужчина не уважает свою женщину, это когда мужчина предпочитает такие невротические отношения, и его основной девиз это не надо ложить яйца в одну корзинку. То есть он вроде бы с вами в отношениях, но при этом переписывается с бывшей, лайкает каких-то подруг своих, в общественных местах он, я не знаю, какие-то авансы раздает, там, разглядывая других женщин. Это означает, что он не рассматривает вас как свои такие стационарные отношения. Возможно, его страшит вообще перспектива нахождения в одних отношениях, работа в этих отношениях, ответственность за эти отношения. Соответственно, он вроде бы как бы с вами, но при этом он, знаете, вот старается, чтобы у него, как у моряка, у которого в каждом порту есть своя женщина, где-то были такие вот запасные аэродромы. Если мужчина находится не целиком в отношениях с вами, но и где-то себе поддерживает какие-то другие, так сказать, горячие контакты, это означает, что он вас не уважает. Третий признак того, что мужчина тебя не уважает, это если мужчина с тобой наедине и на людях ведет себя совершенно по-разному. То есть с тобой наедине он ведет себя неуважительно, он тебя оскорбляет, он тебя унижает. Почему так может происходить? Если мужчина постоянно ведет себя нехорошо по отношению к своей женщине, а женщина по каким-то причинам не уходит из этих отношений, это означает, что у мужчины возникает такое чувство. Раз она, несмотря на то, что я так ее унижаю, так с ней грубо себя веду, все равно не уходит из отношений, значит я достаточно важен для нее, значит я повышаю свою самозначимость. То есть чем хуже я к ней отношусь, и при условии, если она не уходит из отношений, тем, значит, важнее и уникальнее я есть. При этом, когда мужчина не уважает свою женщину, он означает, что не уважает себя, потому что женщина для мужчины это всегда очень важная такая часть жизни, это проект для мужчины. Даже если мужчина плохо относится к женщине, и это, скажем так, очень такой плохой проект, все равно это важная часть его жизни. И если мужчина плохо относится к своей женщине для того, чтобы повышать свою самооценку, то он старается на люди это не показывать. Поэтому на людях он ведет себя очень обходительно, по-джентльменски, немножко так по-рыцарски, но не показывает свое такое вот истинное к вам отношение. И у вас может возникнуть такое чувство, что настоящий он, вот это когда он на людях себя ведет. А просто когда вы вместе с ним наедине, то он ведет себя так нехорошо по отношению к вам, потому что, ну, предположим, вы думаете, что вы его провоцируете. Нет, он настоящий наедине с вами. Наедине с вами он за счет вас пытается повысить свою самооценку, и он вас не уважает в этих отношениях. Четвертый признак того, что мужчина тебя не уважает, это если мужчина часто использует молчание, обижание, всякие там игнорирования, то есть всякие формы пассивно-агрессивного поведения. Когда я обиделся, стою в позе командора, сама там ходи вокруг меня, догадывайся, в чем дело. Ты, значит, я тебя наказываю своим молчанием, своим отлучением от своей персоны, от своей аудиенции. Дело в том, что в любых отношениях существует конфликтный фон. Просто зрелые пары, как правило, эти конфликтные ситуации стараются как-то проговаривать, прорабатывать, идут там на психотерапию. Худший вариант, когда люди начинают просто кричать, ссориться, и, ну, может быть, иногда они как-то таким образом, путем такой активной агрессии, все-таки переваривают эти конфликты. Худший случай это если, когда мужчине что-то не нравится в том, что, как ведет себя женщина, какие-то его потребности, которые ему сложно как-то проговорить, не удовлетворяется, он начинает включать вот это вот молчание, игнорирование, обижание, вот это пассивно-агрессивное поведение. Дело в том, что это самый тупой, самый неэффективный способ взаимодействия, потому что он сжигает очень много времени. То есть пока мужчина ходит обиженный, он тратит свое время, он тратит время своей женщины, и означает, что он не уважает ни себя, ни свое время,
не эти отношения, не эту женщину, которая сидит в этих отношениях. Потому что вместо того, чтобы самый важный наш невосполнимый ресурс, время, потратить на какие-то вещи, которые важны для людей, потратить на получения счастья, он ходит вот это вот обиженный и выжидает, пока что-то произойдет, пока женщина сама догадается, пока ситуация изменится сама вне его воли. Вот все, что он может делать, это вот обижаться и молчать. Это самый бессмысленный способ вообще конфронтации. Это означает, что мужчина не уважает женщину, себя, эти отношения, он не уважает ничего. И пятый признак, что мужчина не уважает женщину, это если он постоянно свою женщину критикует. Критика бывает двух типов. Это экспертная и вкусовая. Экспертная критика — это когда ты просишь, во-первых, чтобы тебе кто-то дал какую-то критику, какой-то фидбэк, и этот человек, который в той сфере, в которой ты просишь, чтобы он тебя покритиковал, он чего-то добился, и он признанный эксперт. Предположим, ты там нарисовал какую-то картину, идешь к своему учителю по живописи или какому-то известному художнику и просишь, чтобы он сказал, что вы можете по этому поводу сказать. Вот это будет экспертная критика. Если ты идешь, скажем, к какому-нибудь своему другу, скажем, музыканту или сантехнику, или, не знаю, компьютерщику и спрашиваешь, как тебе нравится моя картина, все, что он тебе скажет, это будет вкусовая критика. Это его мнение по поводу этой картины. Так вот, когда мужчина постоянно критикует свою женщину, это никогда не бывает экспертной критикой. Это всегда вкусовая критика. И вкусовая критика, она предполагает такую очень важную вещь. Ты должен просить другого человека, чтобы он тебе сказал мнение по поводу того, что ты делаешь или что ты сделал. Если же другой человек без твоей просьбы, без твоих каких-то намеков и твоих вообще желаний начинает тебя критиковать, для твоего же добра, это не что иное, как насилие. То есть, когда мужчина критикует свою женщину, он таким образом пытается показать ей, что он лучше, она хуже, таким образом он будет ей управлять, он будет ее контролировать, он будет доминировать. Отношения, когда я отношусь к своей женщине как хозяин к рабу, это не отношения, связанные с уважением. Это отношения, связанные с попыткой получить от своей женщины какой-то определенный ресурс, в том числе, возможно, нарциссический. А как вы понимаете, что ваш мужчина вас не уважает или не уважал раньше в отношениях? Если у вас есть практический пример, обязательно напишите его. Я, возможно, по вашим примерам жизненным напишу следующее видео, возьму их как-то разберу. Я всегда вам очень благодарен за это. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк обязательно, для меня это очень важно. Подпишитесь на мой канал, можете этим видео поделиться в своих соцсетях. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.